Как изменится фондовый рынок из-за доминирования частных инвесторов? На рынке акций доминирующую роль стали играть розничные инвесторы. Их доля в объеме торгов Мосбиржи в апреле составила 73%. Опрошенные Forbes аналитики и управляющие рассказывают, как это повлияет на рынок. После введения санкций против России и оттока нерезидентов сильно изменилась структура инвесторов на российском фондовом рынке. Так, в апреле доля частных инвесторов в объеме торгов акциями на московской бирже составила 73%. По оценке Центрального банка, доля частных инвесторов на рынке акций с 24 марта по 30 апреля составила до 66%, в феврале 43%. Именно от поведения розничных инвесторов теперь в значительной степени зависит ситуация на рынке, говорила на пресс-конференции 31 мая первый зампред Центрального банка Ксения Юдаева. Как обилие частных инвесторов повлияет на рынок, рассуждают аналитики, опрошенные Forbes. Почему возросла роль частных инвесторов? Торги в конце марта возобновились после перерыва на месяц. В конце февраля Центральный банк остановил торги из-за обвала рынка после начала специальной военной операции России на Украине. До февральского обвала более 50% оборота на торгах приходилось на доли институциональных инвесторов, напоминает руководитель управления развития клиентского сервиса ФГ Финам Дмитрий Леснов. Цитата. «Большая часть из этих клиентов были нерезидентами из недружественных стран. Сейчас доступа к торгам у этих клиентов нет. В связи с этим доля частных инвесторов в объеме торгов автоматически выросла», объясняет Леснов. Доля частных инвесторов выросла в том числе из-за нежелания институциональных инвесторов из России попасть в мясорубку в условиях высокой неопределенности на рынке, говорит директор инвестиционного блока «Система Капитал» Константин Асатуров. Цитата. «Неопределенность настолько велика, что институционалы, понимая, что в моменте прогнозирования очень затруднительно, а Центральный банк еженедельно меняет правила игры, выбирает выжидательную тактику», говорит управляющий. Как изменилась психология рынка акций? В связи с отсутствием иностранных инвесторов рынок в значительной степени теперь зависит от поведения розничных инвесторов, а они сейчас во многом заняли выжидательную позицию, говорила Юдаева. В результате, по ее словам, рынок стал гораздо менее ликвидным. В мире есть два полярных примера функционирования фондовых рынков. Это американский и китайский, говорит Асатуров. В первом случае на торгах доминируют профессиональные инвесторы, доля розничных инвесторов зачастую не превышает 30%. Во втором случае доля частных инвесторов достигает 80%, а для рынка характерна высокая волатильность. Цитата. «Когда на торгах доминируют частные инвесторы, существенно растет спекулятивная составляющая, а фундаментальные факторы отходят на второй план. В настоящий момент мы движемся в этом плане к биржам материкового Китая, где очень высокая волатильность и очень сильное движение в разные стороны», считает Асатуров. В целом российский фондовый рынок стал более импульсивным и волатильным, считает эксперт по фондовому рынку БКС Мир Инвестиций Дмитрий Пучкарев. Цитата. «Из-за возросшей неопределенности в экономике частные инвесторы стали более вовлечены в различные спекулятивные движения. Большую роль приобрела психология толпы. Более значимыми для динамики акций стали новости и различные корпоративные события. При этом первая реакция на тот или иной драйвер зачастую бывает избыточной», говорит Пучкарев. В результате, по его словам, торговые обороты по отдельным бумагам могут в моменте значительно возрастать, несмотря на снижение объема торгов в целом. В качестве примера такой избыточной реакции инвесторов Пучкарев приводит историю с акциями МВидео. После выхода операционного отчета за первый квартал бумаги в моменте выросли более чем на 13%. По словам эксперта, в обычных условиях рост был бы не столь значительным, но когда первый ажиотаж утих, акции потеряли большую часть роста. Еще один пример – это падение на 60% бумаг ТКС Групп после объявления о продаже пакета Олега Тинькова. После появления деталей сделки акции выросли более чем в 2 раза, напоминает Пучкарев. Если институциональные инвесторы, как правило, берут в расчет фундаментальные показатели компании и их акции, то частные инвесторы ориентируются в большей степени на новостную повестку и технический анализ компании, соглашается инвестиционный стратег УК «Ари Капитал» Сергей Суверов. Он тоже отмечает, что из-за доминирования частных инвесторов обороты на торгах по отдельным бумагам могут расти, потому что у непрофессиональных игроков, как правило, короткий горизонт инвестирования. Суверов приводит в пример ситуацию с акциями «Газпрома», которые обвалились с 280 до 255 рублей в ожидании решения о дивидендах и без каких-то новостей. Среди причин обвала называли ошибку трейдера, инсайт, а также скриншот фейковой новости, которая якобы вышла на сайте РБК, о том, что совет директоров «Газпрома» отложил выплату дивидендов. Позднее появилась новость о том, что дивиденды будут рекордными. В результате акции «Газпрома» подорожали до 295 рублей.
рублей. Суверов называет произошедшее манипулированием информацией. Еще одна новая отличительная черта частных инвесторов – это склонность разгонять ту или иную спекулятивную бумагу, добавляет директор по инвестициям УК «Открытие» Виталий Исаков. Разгоном неликвидных акций в феврале 2021 года прославились инвесторы-любители, которые общались в социальной сети Reddit. Их активность привела к росту на 10 тысяч % акций магазина дисков с играми GameStop. Пользователи сделали это, чтобы проучить крупные хедж-фонды. Однако впоследствии начинающие инвесторы потеряли большие суммы, когда акции компании снова подешевели. По мнению Исакова, теперь, когда доля розничных инвесторов выросла, подобные примеры можно будет наблюдать на российском рынке. Влияние социальных сетей, телеграм-каналов и чатов трейдеров на поведение инвесторов возрастает. Цитата. «Многие опираются на рекомендации брокеров анонимных телеграм-каналов, которые используют только технический анализ», говорит Исаков. Напишите ваше мнение по этому поводу. Если вам понравился данный выпуск, не забудьте поставить лайк и подписаться на канал, не забыв нажать на колокольчик. Зацените другие видео на канале. Я с вами не прощаюсь, новостей-то много.